Настала наша очередь вклиниться в этот вечный, около вечный спор. Сколько производятся электромобили, столько спорят, насколько они экологичны, либо не экологичны, либо некоторые говорят, ДВС – это лучшая история. Мы с этим сегодня разберемся. Привет, друзья! В последнее время огромное количество разоблачителей нам рассказывает, что все, что было с электромобилями все это время, это маркетинг. И нам срочно надо покупать дизельные либо бензиновые машины, потому что если мы будем покупать электромобиль, мы наткнемся на обман. Но в то же самое время, за последние 10 лет мы скопили достаточно статистик, чтобы собрать незыблемые факты по поводу того, что и как, сколько вредит экологии. Плюс, кроме всего прочего, я сегодня хочу провести свои личные соревнования. У нас есть электроэнтузиаст Василий и петролхед Виктор, которые выяснят в неравном бою, кто из них более экологичен. Начнем с того, с чем спорить невозможно. Итак, плюсы, в которые можно зачислить практически все электромобили. Они не имеют локальных выбросов. Это очевидно. То есть каждый в отдельности электромобиль, либо все электромобили вместе в пробке, они одинаково ничего не выбрасывают. То есть если они скопились в городе, то в городе пахнет нормально, в нем приятно находиться. Выбросы, конечно, где-то есть, и об этом мы поговорим. Но конкретно в городе порядок. Это, конечно же, плюс. Это нам нравится, приятно вдыхать воздух, в котором нет каких-то угарных газов. КПД у электродвигателя 90%. У бензинового двигателя 30% у лучших экземпляров, 20% у большей части экземпляров. Все остальные 80% они вылетают в трубу ради красивого звука, либо ради того, чтобы нагреть атмосферу. И это хорошо, если зима, и вы можете погреться от этого двигателя, который всегда в раскаленном состоянии. А если лето? Получается так, что вот эту несчастную КПДшечку еще будет резать кондиционер. Будете медленно ездить, потребляя много. В то же самое время кто-то, кто едет на электромобиле, он может выдавливать максимум из того, что прямо сейчас тратит машина в плане энергии. Это прекрасно. Огромное количество мощных электромобилей, которые мне нравится использовать на каждый день, нравится показывать вам на этом канале. Но если мы даже посмотрим так называемое грязное использование электроэнергии, это если электромобиль постоянно заряжается от розетки, а розетка подсоединена по длинному кабелю к угольной станции. За весь срок службы электромобиль получается экологичнее. Это информация, которая подтверждена исследованиями. Это организации, которые проводили исследования, которые брали деньги на это, работали. Они доказывали на весь срок службы электромобиль выгоднее. Вы можете, конечно, сказать, что эти организации и эти исследования проплачены Илоном Маском, Безосом или еще кем-то, кто вкладывает деньги в электромобильную промышленность. Может быть, так и есть. Я с вами спорить не буду. Важно другое. Возобновляемые источники энергии, их становится все больше. И электромобили одновременно с этим становятся экологичнее. ДВС не имеет варианта эволюции. Поэтому, купив V8 замечательный, вы как загрязняли среду, так и далее будете ее загрязнять вне зависимости от того, какие источники возобновляемой энергии новые появляются вокруг вас. Минусы электромобилей. Давайте их разберем. Основное. Производство батарей. Это сложный технологический процесс, и он, в принципе, вредоносный для экологии. Но каждая батарея экономит тысячи литров топлива, которые выбрасываются в атмосферу. Производство, во-первых, становится эффективнее. Материал улучшается. Гигафабрики, которые принадлежат Тесле, они в основном используют солнечную энергию для того, чтобы питать все вокруг. Если мы посчитаем все эти выбросы и посчитаем обычные мануфактуры, которые производят батареи, батарея
все равно будет отбиваться через 1,5-2 года с точки зрения экологии. Какие худшие примеры? Худшие примеры – это Польша и Китай. Что Польша, что Китай не уделяет большого внимания ветрякам, солнечным панелям и каким-то еще вещам, которые сделают угольные станции более невостребованными. Они, в принципе, пользуются всей электроэнергией, которая им доступна. И даже в этих странах электромобиль наносит меньше вреда окружающей среде, чем двигатель внутреннего сгорания. Это посчитано, это факт. Но есть такие регионы, как Калифорния и Норвегия, где использование электромобиля, представьте только, в 3-4 раза более экологично, чем ДВС. Потому что в Калифорнии очень много солнечных панелей, а Норвегия вообще у нас образец. Если ваша цель заниматься экологией, то с Норвегии надо брать пример. На законодательном уровне они очень плотно это регулируют. И количество электромобилей, и количество возобновляемых источников энергии. Прямо в этом плане молодцы. Добыча лития и кобальта – это экологическая катастрофа. Так и есть. Но добыча нефти – это тоже у нас с вами экологическая катастрофа. Я не думаю, что добыча лития или кобальта больше нанесла урон за все это время, чем добыча нефти. Переработка батарей тоже является огромным минусом, так как всего 5-10% батарей на сегодняшний день перерабатывается. Но это связано с тем, что лития добыча не настолько не экологична, чтобы не заниматься ее добычей и делать батареи больше. Поэтому чем больше будет мотивации у автопроизводителей перерабатывать батареи, тем быстрее и эффективнее они будут перерабатываться. Еще часто мы слышим про то, что электромобили горят. И это правда, они попадаются в новостях. Но если мы возьмем все электромобили, которые были выпущены за все время, и сравним их, допустим, с BMW X6, то BMW X6 сгорела больше, чем всех известных нам случаев возгорания электромобилей вместе взятых. Не верите такой сложной статистике? Есть другая, более общедоступная. На 1000 проданных машин и 1000 проданных электромашин машины с ДВС возгорается 25,1 машин, электромобили 3,4 машин. То есть чистая статистика. Пользоваться ДВС в 7-8 раз с точки зрения пожаров опаснее, чем электромобилем. Мы с вами должны разобраться с соревнованием, которое я обещал с самого начала, где у нас электроэнтузиаст Василий и Petrolhead Виктор решают проблему, как добраться до работы, которая находится 100 километров от них. И это надо делать каждый день. Какую машину выбрать? Кто наносит больше вреда среде? Под задачу добираться на работу каждый день 100 километров электроэнтузиаст Василий выбрал Nissan Leaf. Потому что его цель была экономить, поэтому он выбрал недорогой электромобиль. Petrolhead Виктор приобрел плюс-минус за те же деньги Golf GTI. И вот они путешествуют каждый день на работу. Причем про Василия это вообще не выдуманная история. Это один из наших подписчиков поделился со мной этой историей и говорит: вы меня вдохновили на покупку электромобиля. Гляньте, какой я теперь эффективный. И рассказал мне историю, что каждый день он ездит на работу на своем Nissan Leaf. Это Nissan Leaf второго поколения. Ему не хватало электроэнергии для того, чтобы добраться на работу на одном заряде. Поэтому он останавливался на заправке каждый день по дороге на работу. Заряжался на быстрой зарядке. Буквально 15 минут, потому что в Leaf второго поколения батарейка чуть меньше, чем в этом телефоне. Заряжался, продолжал свое путешествие, парковал машину на работе. Там включался в розетку, а розетка на работе бесплатная. Именно вокруг этой бесплатной розетки был построен вот этот весь план. Заряжался на работе, и с полной батареи он врывался на трассу, которая вела в Белую Церковь, но по дороге снова останавливался на заправке, чтобы дозарядиться и доехать домой. В результате этих всех действий через 1,5 года, так как он очень часто пользовался быстрой зарядкой, а в Лифе нету охлаждения батареи, и батарея потихоньку разрушалась,
она начала резко деградировать. Деградировала до того, что он уже не мог доезжать до этой заправки. Он закинул 2 модуля, бросил их в багажник, прицепил какую-то самодельную БМС-ку, все это скрутил, и это как-то работало какое-то время, и ориентировочно через 2 года от начала этой операции машина эта воспламенилась и сгорела рядом с соседними машинами. На этом закончился экологический эксперимент электроэнтузиаста Василия. Как там у нас поживает Виктор? Petrolhead Виктор. Он ездил туда-сюда, постоянно прислушивался, не требует ли ДСГ срочной замены. И, в принципе, траты его были: это бензин, это масло, какие-то еще расходники, что-то наверняка ломалось. Это же Volkswagen, он в любом случае потребует от вас каких-то денег. Но так или иначе, под эту задачу Petrolhead Виктор в результате произвел, как ни странно, меньше выбросов. Никакие угольные станции вокруг не работали на то, чтобы он перемещался. Более того, его машина не сгорела, не нанесла урон окружающей среде самим этим возгоранием. Ко всему прочему, оказался более эффективен, экологичен, экономен. К чему это я веду? К тому, что если вы не подобрали правильно машину под задачу, то даже с хорошей машиной, которая призвана беречь экологию вокруг, вы можете навредить и себе, и еще доставить неприятности всем вокруг. На какой бы машине Василий был максимально эффективен? Если бы у него была Model 3, допустим, с LFP батареей, которая может ездить 30 лет, и он бы спокойно заряжался от солнечной батарейки, которая бы накапливала энергию в пауэрбанке, высасывал бы ее вечером, целый день катался на этой электроэнергии, и этого более чем достаточно на то, чтобы проехать 300 километров плюс, вернулся назад, дальше с этих панелек пауэрбанка высасывал обратно электроэнергию и дальше циркулировал вот так вот. Следующие 28 лет он бы только радовал экологию вокруг себя. Вот что значит правильно подобранный инструмент под правильную задачу. С одной стороны все просто, но с другой стороны нас с вами чаще всего волнуют какие-то другие вещи, когда мы подбираем автомобиль. Как она выглядит, как относятся к ней соседи и так далее, и так далее. Поэтому, не выбирая машину четко под задачу, не зная вообще, что вам надо, вы чаще всего будете использовать автомобиль неправильно и попадете в такую ситуацию, как Василий. А Petrolhead Виктор будет вам рассказывать, что вы не правы. В этой ситуации он может быть корректен. Возьмем разоблачителей, который в последнее время очень часто выдергивает как раз вот эти факты из того, как электромобиль вредит, насколько на самом деле глобальное потепление оказалось не настолько важным и так далее. И что все, что касается электромобилей, это скам, и это глобальная история, которая призвана была сделать кого-то богатым. Я считаю, что любая компания, которая что-либо производит, все вокруг превращает в маркетинг. У нас есть живые прекрасные примеры. Porsche. Они сделали двигатель, который был и остается недостаточно эффективным. Им пришлось всунуть в него коробку передач. И они это превратили в маркетинг. Они объяснили всем, что это единственный электромобиль с коробкой передач, и это круто. Это делает машину живой, это классно, это спортивно, это эффективно и так далее. Многие поверили и верят, кстати, до сих пор. Есть прекрасная компания BMW, которая сделала электромобиль i3, который не отъезжал далеко от дома. А для того, чтобы он все-таки мог отъехать куда-то, сзади в багажник ему бросили двигатель то ли от мотоцикла, то ли от газонокосилки. Что-то трескотящее на всю округу, если вам надо проехать дальше, чем 40, 50, 60 километров. Это ужасный электромобиль, но BMW объяснила, что с этим двигателем это теперь электромобиль, на котором вы не остановитесь где-то в лесу. Странно, почему в новых BMW i7, i5, i3 мы не можем найти в багажнике никакого двигателя от газонокосилки. Там он не нужен. Может быть, потому что машина стала более эффективной и просто проезжает достаточно много, чтобы вам не надо было с собой возить какую-то ерунду. То есть к чему я? Компании вытаскивают маркетинг из всего,
из чего могут вытянуть. Tesla не исключение. Они взялись за то, что действительно глобальное потепление идет, действительно нефть исчезает и обратно не появится. И все это завернули в то, что нам надо пересесть на электромобили. Мне кажется, что это не более чем маркетинговые уловки. И в результате, спустя все это видео, у вас должна сложиться четкая картина. Не бывает идеальных решений на все случаи жизни. Бывает правильная машина и правильная задача под нее. Поэтому электромобили занимают нишу, в которой у них нет конкурентов. И здесь бесполезно спорить. Это идеальные машины для города, это идеальные машины под задачей ездить там 200-300 километров. И это идеальные машины, если у вас есть свой собственный источник возобновляемой энергии. Подписывайтесь, увидимся, пока.